ВСУ официально подтвердили потерю боевого вертолета Ми-24. Канадско-индийское издание «Евразия Таймс» выяснило подробности. Судя по всему, вертолет и экипаж которого погиб был сбит российским беспилотником «Герань-2». Роковой для крокодила удар, неофициальное название в войсках Ми-24, БПЛА нанес ракетой класса «Воздух-воздух». Если все действительно так, то это стало первой столь удачной атакой с применением дрона. Информация о месте операции не разглашается, но западные асинт-аналитики отмечают, что украинские фронтовые вертолеты давно не летали в непосредственной близости от ЛБС. Поэтому версия о том, что Ми-24 был сбит с помощью наземной управляемой ракеты, выглядит менее убедительной. Украинские официальные источники подтвердили, что вертолет Ми-24 был потерян в бою, описав случившееся как отражение атаки противника. Среди ликвидированных членов экипажа заместитель командира 12-й отдельной бригады армейской авиации подполковник Александр Шемет, который участвовал в битве за Мариуполь. В последние недели украинская разведка и независимые западные асинт-источники все чаще сообщают о том, что ударные беспилотники «Герань-2» снова подверглись глубокой модернизации. На них теперь размещают ракеты класса «Воздух-воздух» Р-60, пишет профильное издание Aviation. Евразия Таймс на основе изученной серии фото и видеоматериалов пишут, что обновленные «Герани-2» все шире распространяются на поле боя. Со ссылкой на украинские источники издание пишет, что новые БПЛА представляют фатальную угрозу для украинских вертолетов и других пилотируемых аппаратов, с помощью которых ВСУ пытаются перехватывать беспилотники. Применение Герани-2 против Ми-24 открывает новую страницу в воздушной войне, подчеркивает Aviation. Если ранее ударные БПЛА применялись для атак по конкретным наземным объектам, то теперь они сами становятся воздушными охотниками. Евразия Таймс детально изучил на основе открытых источников тактико-технические характеристики новой Герани-2. Р-60 – это самонаводящаяся ракета малой дальности с тепловым наведением, предназначенная для поражения низколетящих целей. Правда, есть важные оговорки. В частности, при запуске с платформы, не предназначенной для аэродинамики маневренного боя, это истребитель, эффективная дальность и зона наведения Р-60 несколько снижается. Таким образом, оператору для успешного захвата цели нужно поддерживать визуальный контакт и направлять дрон в зону поражения. Кроме того, как считают асинт-аналитики, Герань-2 еще предстоит оптимизировать аэродинамику, чтобы более соответствовала требованиям полноценного воздушного боя. С начала года Россия масштабно увеличила производство и применение дронов «Камикадзе» по оценкам Американского института изучения войны ASY. Только в октябре российские войска запустили 9298 беспилотников и 270 ракет. В ноябре 5444 беспилотника и 216 ракет. А за первую половину декабря 2757 беспилотников и 91 ракету. Издание Bulgarian Military провело исследование по поводу производства боеприпасов и БПЛА. В отчете приводится пример ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, где сейчас предположительно выпускается более 5000 Герани-2 каждый месяц. Примерно 160 в сутки. Это на порядок больше, чем было еще в 2024 году. Большой объем выпуска БПЛА, который вопреки западным стараниям уже полностью не зависит от первоначальных иранских технологий, позволяет перегружать западные системы ПВО в Украине. АСВ отмечает, что российские войска используют новую тактику. В ходе массированных ударов поражаются военные цели на территории 23 регионов Украины, не смежных друг с другом. А во время следующего удара регионы поражения быстро сменяются, что подрывает способность ВСУ оперативно восстанавливать уничтоженную военную инфраструктуру. В ответ киевский режим пытается наращивать производство собственных перехватчиков, легких FPV-дронов, предназначенных для уничтожения атакующих БПЛА, таких как Герань-2, и их модификаций, пишет американское издание Business Insider. Производство таких охотников на дронов якобы достигает нескольких сотен в день. И когда они стали представлять реальную опасность для российских БПЛА, на авансцену и вышли Герани-2 с ракетами «Воздух-воздух». Российские БПЛА продолжают модернизироваться и по другим направлениям. У Герани-2, кроме улучшенной для воздушного боя аэродинамики, могут появиться улучшенные навигационные системы и даже элементы искусственного интеллекта. В этой связи Reuters отмечает, что появление над полем боя умных дронов
их использование в роли воздушных угроз может привести не только к тактическим успехам, но и вызвать серьезные стратегические риски. Уже несколько раз украинские БПЛА, оснащенные, видимо, милитари мозгами, сбивались с курса и оказывались в воздушном пространстве Польши и даже в Турции. Тем не менее, в НАТО понимают, что это направление становится одним из ключевых для совершенствования методологии современной войны. Еще одна интересная, друзья, новость, тоже про оружие, но уже про наше подводное оружие. Посейдон неуловимый. Как обеспечивается суперскорость российским торпедам? Президент России Владимир Путин этой осенью рассказал об успехах в создании ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Характеристикам этого супероружия посвящена статья Владимира Максимовского, опубликованная в электронном издании «Армейский стандарт». В частности, озвучена версия, за счет чего подводному аппарату удается развивать невиданную для данной среды скорость более 100 км в час. Разработку «Посейдона» безэкипажного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой вели более 7 лет. О ней стало известно в марте 2018 года от Владимира Путина. В октябре 2025 года президент сообщил, что запустит силовую установку, на которой «Посейдон» прошел некоторое количество времени. Путин подчеркнул, что «Посейдон» не имеет аналога в мире по скорости и глубине хода, а также по мощности боевой части, которая значительно превосходит даже нашу новейшую МБР «Сармат». Президент отметил, что у «Посейдона» очень высокие для подводных аппаратов скоростные характеристики. Мощность заряда, устанавливаемого на «Посейдон», по некоторым сведениям, может достигать 2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. «Посейдоны» способны передвигаться на глубине более километра со скоростью 60-70 узлов. Это где-то 110-130 км в час. Благодаря чему может быть достигнута такая скорость? По мнению автора статьи, в «Посейдоне» могут быть реализованы технические идеи другой секретной разработки – океанской многоцелевой системы «Статус-6». По сообщениям СМИ, это высокоскоростная торпеда с атомным реактором и огромной ядерной боевой частью. Ее максимальная скорость до 185 км в час. Но и это еще не предел. Так, предшественник «Посейдона», ракета-торпеда «Шквал», способна развивать еще большую скорость. Она обеспечена за счет того, что она передвигается в так называемой воздушной каверне. При движении вокруг аппарата образуется полость с водяным паром, что значительно на четверть снижает сопротивление воды. Суперкавитационная торпеда «Шквал» способна идти под водой в воздушной каверне со скоростью более 300 км в час благодаря реактивному прямоточному двигателю. В движении создается и постоянно окружает торпеду газовая оболочка. В результате торпеда соприкасается с водой только узкой головной частью, а в газовой среде испытывает значительно меньшее сопротивление. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.